Приветствую вас, дорогие подписчики. Пришел очередной нож от клиента. Нож Масахиро от серии MVH. Довольно покоцанный. И сегодня мы будем его вправлять. Начинаю я с камня номер 1000. Ну и затем продолжим постепенно повышать гридность. То бишь мы будем менять камни на более высокие, с высокой зернистостью. Ну что ж, начнем. Предварительно камни у нас были замочены минут на 10 в воде. Здесь у меня тоже обычная вода. Ну что, начнем. Сначала нам нужно убрать сколы. Придется немножечко повозиться сегодня. Но я думаю, что все будет в порядке. Надеюсь, что много времени это не займет. Так, вот покоцан нож только с верхней стороны, то бишь только эта часть. Ну, попробуем править. Посмотрим, что будет, что у нас получится. Нож довольно хороший. Сам пользуюсь этой серией. У меня имеется ножей от этой серии, наверное, штук 6. Одна из моих любимых серий. Сталь MBS 26 от известного производителя Масахиро, Япония. Твердость у этой стали 58 единиц по Роквеллу. Довольно быстро она стачивается. Ну и, скажем так, довольно долго держит заточку. Добавим немножечко воды. Так, нужно еще немножечко. Я специально не стал брать сначала грубый камень, потому что хочу сделать на 1000-м. Затем перейду на камень номер 3000, затем на номер 6000, затем на 10000.
сколы еще видны. Можно продолжать точить, но осталось уже недолго. Не забываем придерживать пальцами лезвие. Также удерживаем здесь пальцем, чтобы было легче контролировать уровень. Угол, точнее, угол ножа, при котором вы точите. У этих ножей односторонняя заточка. Я бы даже сказал не односторонняя, а асимметричная. То есть с одного угла 80 градусов, с другого 20. Попытаемся вернуть его к жизни. Так, у нас уже виднеются первые результаты. Крафт номер 3000. Такой вот камушек. Уже идет с подставкой в комплекте. Причем приклеен он намертво. Так, поработаем немножко на 3000. Начинаю я с типа всегда, с конца ножа, со острия точнее. Угол выдерживаю также примерно 15 градусов. Да, также рекомендую вам обточить слегка края, то бишь вот эти стороны, чтобы случайно не цепить ножом и не повредить режущую кромку. Я это обычно делаю до того, как я начинаю точить. Итак, продолжим. Работать нужно стараться по всей плоскости камня и по всей плоскости камня. Но иногда удобно использовать определенную часть, например, низ камня или верх камня. Ну, это тоже как кому удобнее. Но вообще рекомендуют японцы использовать, то есть водить так по всей плоскости камня.
Так, что у нас получается? После 6000 камня заметно, сразу же видна кромка, начинает блестеть. Отполирована она хорошо. Немножечко в другую сторону. И продолжаем работать. Десятитысячная — это уже более тонкая заточечка, идет, как считаю, полировка. Давить на нож не нужно. Просто вводите. Слегка придерживаем пальцами лезвие. Так, затем в другую сторону. Заметьте, другую сторону я делаю практически плоско. Может быть, иногда слегка приподнимаю угол. Очередной тест на бумаге. Нож острый. Сейчас попробуем показать кромку. Вот она блестящая. Как я и говорил, после 10-тысячного кромка будет уже блестеть как новая.
Волосы бреет. На своей бороде, конечно, я пробовать не буду. Для этого существует специальное приспособление, типа опасок и так далее. Ну, я, в принципе, доволен результатом. Надеюсь, клиент останется довольным также. Можно сделать еще небольшой тест на каких-нибудь овощах. Помидор, к сожалению, нету. Есть паприка, кусочек небольшой. Режет, как вы видите, на ура, без каких-либо усилий. То есть нож у нас заточен. Я доволен. Ну и будем ждать позитивных отзывов от клиентов и новых ножей. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь очередной раз. Оставляйте комментарии, будем очень рады. Спасибо, до свидания.